парень в 27 лет оставил такое наследие после себя, обогнул земной шар, сделал кругосветку, да? А чего я добился, как бы, когда мне уже 30 лет? Ну, скажи, куда ты идешь? Ты идешь в школу, да? Да. Сейчас. Куда? Мы поехали. Мы пришли в школу. Все, давай. Мы опоздали, да, сегодня? Да. Оказывается, сегодня у нас занятие в 12, а не в час 30. Мы на целый час опоздали. Да. Поэтому Адлёшка сегодня мало позанималась. Ну ничего, да, Адлёшка? В следующий раз обязательно позанимайся. Ну пойдем, давай, я тебя. Я помню, как-то раз мой друг спросил меня, о чем я мечтал в детстве. Я сказал то, что в детстве я мечтал научиться летать и поступить в храм Шаолиня. Я видел такой ступор на его лице, он прям так, окей, хорошо, и на этом разговор просто закончился. И я видел, что он хотел что-то мне там залечить, там, не знаю, мотивирующее или еще что-то, но на этом, когда увидел, насколько детская у меня была мечта, он просто на этом разговор закончился. И, ну, конечно, как вы поняли, я в храм Шаолиня не поступил, и слава богу. А вот насчет того, чтобы научиться летать, я не в прямом смысле, но все-таки я, можно сказать, полетал. Что такое мечты? Да, мы все любим говорить про мечты, про свои желания, про свои цели. Мы говорим то, что у меня мечта такая-то, или была мечта вот такая-то, но потом кто-то добивается своей мечты, кто-то строит компанию своей мечты, жизнь своей мечты, имеет семью своей мечты или еще что-то в этом роде, да. Кто добивается своих целей, а кто-то не добивается, кого-то их мечты сводят с ума, кого-то из-за того, что они не смогли достичь своих желаний, своих целей, не смогли осуществить свою мечту. Вот это все, оно перерастает в цинизм. У многих людей, многие люди живут самообманом и говорят о том, что они не смогли добиться того-то, сего-то, не хватало того-то, не было времени, не было возможности, еще чего-то, обстоятельства не сложились. Мы таких часто, да, встречаем. Сегодня я бы хотел рассказать о книге, которую я прочитал, книга Питера Николса. Она называется A Voyage for Madmen. К сожалению, я не смог найти перевод на русском языке, но книга очень грубо, если так перевести, переводится как «Путешествие для безумцев» или «Гонка безумцев». Книга рассказывает о 9 моряках, которые независимо друг от друга принимают решение осуществить кругосветку, одиночную кругосветку на яхте. Маршрут кругосветки состоял в том, что они должны были выплыть из своих портов, проплыть по Атлантическому океану, обогнуть так называемый Южный океан и дальше вернуться в свой порт. Я такой думаю, что за Южный океан? А Южный океан, оказывается, это Южным океаном называют океаны, вот, которые все соединения океанов Атлантического, Тихого, Индийского океанов. Вокруг 60-й параллели, вокруг Антарктиды, это место называется Южным океаном. Условием гонки было то, что они должны были ни с кем контактировать во время своего путешествия. Кругосветка длилась примерно год. И в течение года, вот представьте себе, да, в течение года у тебя нет никакой возможности ни с кем разговаривать. По рации, по радио ты можешь лишь передавать свою локацию, и потом, если ты встречаешь какие-то суда, ты можешь передать им просто письма и фотографии для журналов, для газет, чтобы люди знали, где вы находитесь, и могли знать, кто идет первым. Представьте, вот, находиться в открытом океане, вот, посудине, да, одному, без каких-либо возможностей коммуникации.
Мы тут сейчас в современности 5 минут да, не можем посидеть просто с самим собой. И мы сразу начинаем, хватаемся за свои мобильные устройства или залазим в интернет, начинаем смотреть фильмы, сериалы, сидим в социальных сетях, общаемся, звоним кому-то или еще что-то. А этим людям нужно было целый год быть в одиночестве. В самом начале из этой гонки ушли несколько моряков по причине того, что они просто не смогли выдержать вот этого одиночества из-за того, что ни с кем они не могли разговаривать. Кто-то из этих участников, соответственно, победил, кто-то просто пошел по второму кругу, потому что это ему нравилось. Один из участников вообще сошел с ума во время гонки и просто покончил с собой. Еще один покончил с собой уже после, потому что не смог по второму кругу на следующий год повторить, участвовать в этой гонке. Там был один момент в этой книге, когда я читал. Один из участников был 27-летний парень, и когда я узнал про его возраст, я был просто в шоке. И у меня сразу такой вопрос, капец, парень 27 лет оставил такое наследие после себя, обогнул земной шар, сделал кругосветку, да? Чего я добился, когда мне уже 30 лет, и я такой сижу, думаю, у меня прям начался такой, я помню, ребята мне говорили, у тебя что, кризис среднего возраста, и я вспомнил те года, когда у меня был такой же момент, это было сразу после универа, я устроился в Шарашкину контору, и у меня зарплата была с 2-месячным опозданием, и у меня было такое ощущение внутри полного провала, просто я чувствовал себя полнейшим лузером, и я тогда начал задавать себе вопросы, это разве все, чего я смог добиться, это разве весь мой потенциал? И я начал вкладывать в свое личностное развитие, я начал читать книги, слушать аудиокниги, начал улучшать свой английский язык, и у меня прям личностное развитие поперло вверх, да, но потом, соответственно, я устроился на хорошую работу, я попал в такую зону комфорта, и мое личностное развитие просто было таким flat line, да, такая плоская линия, не было никакого развития. И когда я прочитал эту книгу про этого парня, я заново начал задавать себе этот вопрос. Меня лично всегда заставляет задумываться о своей жизни, какое наследие после себя я оставлю. Книга очень хорошо читается, прям я ее читал взахлеб. Язык очень такой хорошо написан, легкий, но больше, что мне понравилось в этой книге, это не просто развлечение, которое я получил, а именно о чем эта книга заставила меня задуматься. Я просто посмотрел на свою жизнь, и я захотел кое-что изменить. Да, не обязательно это должно быть что-то такое, повернуть мир вспять, да, заявить о себе всему миру, а это было больше такое, то чтобы был такой, да, вот fulfillment, раскрыть свой потенциал, да, раскрытие своего потенциала, показать себе, своим детям, своим близким, чего ты смог добиться, какой ты на самом деле человек, да, а не просто тот, кто валяется по выходным на диване, смотрит сериалы, зависает на сайтах и ничего не делает. И я начал реально анализировать свою жизнь, и я понял то, что я капец как застрял в этой зоне комфорта. И эта книга меня прям подстегивала, чтобы я вышел из этой зоны комфорта, чтобы начал чем-то заниматься, и были какие-то увлечения, чтобы было что рассказать своим детям, потом своим внукам. И я реально всегда завидовал таким людям, когда смотришь в интернете, как люди занимаются тем, что им нравится, занимаются какими-то экстремальными видами спорта, ездят куда-то, трекингом занимаются, ездят на мотоциклах или еще что-то, а я такой сижу, валяюсь на диване, смотрю Netflix. И я завидую таким людям белой завистью. И вот такие книги про реальных людей заставляют меня всегда задумываться о своей жизни и подстегивают на то, чтобы я начал развиваться, не просто сидел. Надеюсь, что эта книга, если вы ее прочитаете, конечно, тоже подстегнет вас, тоже заставит задуматься о многом, о том, какое наследие вы после себя оставите. И я надеюсь, что если мои дети это видео будут смотреть, они прочитают эту книгу и скажут: ах, вот какую книгу мой папа читал, ах, вот каким он был.
И это заставит их задуматься, извлечь для себя уроки, которые я для себя извлек. И я надеюсь, что это станет наследием, которое я оставлю своим детям, своим внукам после себя. Папа, Ау. черная ложка у меня, а где у мамы ложка? Ручка? Да. У мамы, ручка у мамы. А где взрослая ложка? Ну, она у Адлёшки, конечно. А где это ела? Я и не знаю, у тебя? У меня фокус-фокус строили. О, прикольно.